Что, записываем уже? Так, как я тут делал, так. Всем привет! Вы на канале Бородатый Мастер. Сегодня разговор пойдет о том, чем же распилить лучше всего железяку какую-нибудь. Ну, тут нет спора, что есть такие пилы, как ленточные пилы. Именно ленточной пилой резать самое удобно, самое классно и самое безопасно. Вот она, эта пила GG350V. Получается ленточная пила, полуавтоматическая, грубо говоря. Есть такие пилы, которые пилят сами. То есть ты просто заправляешь, указываешь, и она сама потихоньку опускается и отпиливает. Здесь же приходится держать самому, нажимать рукой и плавненько опускать для того, чтобы распилить все это дело. В чем разница? В том, что, наверное, там вообще не надо работать, а здесь придется какое-то усилие сделать. Сейчас поменяем полотно. Я немножко расскажу потом про эту пилу, и мы ее протестируем. И вы уже решите, нужна вам такая пила или нет. Я 100% вам гарантирую, что если вы поработаете на такой пиле, и по сравнению, например, с той же болгаркой, небо и земля. Короче, все по порядку. Сейчас сначала меняем полотно. Для того, чтобы сменить полотно, на такой пиле достаточно открутить наружный вот этот кожух, который крепится на 1, 2, 3, 4, 5, 6 шурупов под крестовую отвертку. Откручиваем эти 6 шурупов. В принципе, ничего трудного здесь особо-то и нету. Ну да, придется открутить. Единственное, вот затраты на то, чтобы это все открутить. Так, все открутили. Теперь мы просто снимаем этот кожух. Тут, конечно же, есть железные опилки. Из чего состоит передний ролик, на подшипнике, и регулировочный винт, который, само собой, для того, чтобы натянуть наше полотно. Все сделано конкретно из чугуна, никакой стали, то есть там гибкость и жесткость конкретная. Что касается второго колеса, направляющего, оно напрямую соединено с самим двигателем. Что касается полотен, полотна бывают абсолютно разные, разного качества, то есть разного производителя, разный металл. Это именно германского производства. Биметалл, то есть очень крепкие, очень классные, мало нагреваются, по сравнению с обычным. Что же касается самой установки полотна, это делается достаточно просто. Сначала вставляем в направляющее наше полотно между роликов, потом заводим на колесо, где движок. Завели, все поправили. Теперь расслабляем наше переднее колесо. Направляющая, шкив можно его назвать, и заносим, здесь маленькие неполадки, и заносим сюда, и потом просто натягиваем это колесо. Довольно-таки все просто. Делаем натяжку, чтобы не было слабо. Готово. Так, все, пилу собрали, полотно установили. Несу на место, где ее временное пребывание, и там мы ее будем тестить. Временное пребывание этой пилы состоялось вот здесь. Это старый верстак еще из той мастерской. Раньше здесь стояла торцовая пила по дереву, теперь здесь будет стоять вот эта вот пила. Двигатель установлен 1,5 киловаттный. На нем имеется кнопка включения, кнопка выключения. Также присутствует установка скоростного режима, так скажем. 6 скоростей, 6 скоростных режимов. Сбоку двигателя Jet установил табличку, так скажем, шпаргалку для того, чтобы знать, каким зубом, какое сечение и на какой скорости лучше пилить тот или иной металл. Теперь немного о функционале. Пила оснащена специальными тисками для того, чтобы зажимать то, что надо отпилить. Это обязательно, потому что на весу никаким образом вы это не сделаете.
Также здесь установлен вот такой вот интересный упор. Он служит для того, чтобы безошибочно напилить несколько одинаковых отрезков. Всегда пользуюсь им. Также здесь можно делать пилы под разные углы. То есть она регулируется от 0 до 45 градусов. Тоже удобно, как никогда. После включения двигателя пила не начинает пилить. Для того, чтобы она начала пилить, нужно нажать и удерживать на вот этой ручке вот такой вот курочек. В принципе, в общих чертах все рассказал, все показал. Теперь осталось только протестить, показать, как круто на ней пилить. Для начала давайте распилим диаметром где-то 8 миллиметров. Вот такой вот мягкая сталь. Это гвоздь огромный. Просто для того, чтобы начать показывать, что это такое. Включили, нажали курок и погнали. Скорость можно регулировать прямо на ходу. Такой маленький диаметр мы можем распилить на 6-й скорости, ничего ей не будет. Мягкая сталь, пилится вообще на ура. Опилок минимально, ничего не летит, тебе не отлетит. В общем, одно удовольствие. Так, ну это все была фигня. Теперь берем что-нибудь посерьезней и пилим. С гвоздем справился. Теперь устанавливаю профильную трубу. Это получается 40 на 60, наверное. Да, где-то так. 60 или 70. Поставили они поменьше. Чтобы отпилить трубу, я скорость выберу чуть-чуть поменьше. Там, скажем, 3-я пускай стоит. Чтобы не быстро оно фигачило, а потихонечку. Для того, чтобы облегчить работу нашей пиле, можно немножко смазать место реза маслом. Примерно понадобилось, чтобы распилить эту профильную трубу, 20-25, ну фиг с ним, 30 секунд. Сталь, не помню какая, но крепкая сталь. Диаметр прутка 1, 2, 3 сантиметра. Сейчас посмотрим, за сколько он распилит, за сколько пила распилит этот пруток. Пятачок отпилили, нагрев минимальный. Согласитесь, что после болгарки вот так вот в руку детальку уже невозможно взять. Здесь я ее беру и держу, как бы даже вот она. Ну да, она нагрелась, но температура терпимая. Примерно вышло около минуты, я пилил вот этот пятачок. Это на 2-й скорости, не спеша, аккуратненько, не торопясь. Немного подведу итоги. Что имеем? Пилит все, что хочешь. Единственное, что нельзя распилить какой-то листовой материал длинный, большие объемы. А все, что касаемо прутков, труб, это вообще на 1, 2, 3. Пилит под разными углами, без всяких разметок, не нужно ничего излишнего размечать. Какие минусы? Да их нету. На самом деле их вообще нету. Я приобрел, я очень доволен. Ссылку оставлю в описании, еще раз говорю, если интересно, посмотрите. По поводу того, что я сегодня снял такой видос с этой пилой, я решил, что нужно показать инструмент. Все давно просили, сделай обзоры. Вот сделал на первый свой инструмент, еще их много. Наверное, буду делать иногда такие обзорчики. Если вам понравилось, вы поставьте обязательно лайк. Ну, напишите в комментарии, что, может, есть какие-то вопросы. Если их нету, то просто напишите ваше мнение про эту пилу. Ну, на сегодня, наверное, все. Всем пока. Видео каждую среду. У каждого по-разному по времени. Но каждую среду видео выходит. Все. Пока. До скорой встречи.